Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу предложить вашему вниманию легкий и очень красивый ажурный узор на изнаночной глади. Вообще рисунок, фоном которым является изнаночная гладь, как правило, всегда смотрится очень эффектно и дорого. И вот этот узор не является исключением с моей точки зрения. С таким узором получится великолепная летняя майка или футболка, например, такая, как вы сейчас видите на экране. Также будет очень интересный и эффектный джемпер, палантин. С этим узором можно связать комплект шапочка и шарф. Все это будет выглядеть очень легко и вязаться очень быстро, что для многих немаловажно. Для вязания такого узора подойдет любая гладкая пряжа, будь то хлопок, шерсть, полушерсть, бамбук, лен. Все это будет выглядеть очень интересно, но для таких узоров нужно учитывать особенность пряжи, провязывать образец, чтобы изнаночная гладь выглядела действительно эффектной. Конкретный узор я вязала впервые и впервые использовала эту пряжу. Здесь 50 на 50 у меня шелк с хлопком, 390 метров в 100 граммах. И момент, что шелк достаточно хорошо тянется после ВТО, я не совсем правильно учла и использовала толстоватые спицы для вязания этого образца, потому что я его вязала на спицах номер 3, а вот вообще нужно было взять 2,5, можно было даже двоечку пробовать для этой пряжи. Но, повторюсь, все нужно пробовать. Теперь давайте просто рассмотрим этот узор. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Низ своего образца я оформила точно так же, как оформлена футболка, которую я вам показывала. Я провяжу его вместе с вами. Возможно, кому-то будет это интересно. Если же вы вяжете рисунок от горловины, он будет выглядеть вот таким вот образом. Изнаночная его сторона выглядит вот так. Здесь используются такие приемы вязания, как обвитые петли, вывязывание из одной петли 3 петли, убавление влево-вправо лицевыми и изнаночными петлями и провязывание 3 вместе со второй центральной петлей. Накиды, изнаночная и лицевая гладь. В принципе, все эти элементы, несмотря на то, что их много, в исполнении они очень простые, и сам рисунок интуитивно понятен. В схему заглядывать вам практически не придется. Раппорт этого узора составляет 18 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт этого узора, поэтому я набрала 25 петель, 18 это раппорт узора, 5 петель симметрии, 1 петля симметрии в начале ряда и 4 петли симметрии в конце ряда, плюс 2 кромочные. И вязать я буду из 100% хлопка, который тянется после ВТО в ширину, в длину он абсолютно не вытягивается, я сказала бы даже немножечко подсаживается, что очень удобно для изнаночной глади. Она тогда в изделии смотрится более эффектно, более ровно и красиво. Итак, я набрала петли обычным способом, не провязывала еще установочный ряд. Установочный ряд я буду провязывать вместе с вами. Это полностью идут изнаночные петли. Первую кромочную я провязываю также изнаночную в первом ряду. Далее кромочную я буду просто переснимать. Итак, весь ряд я провязываю изнаночными петлями. И эта сторона у меня и будет лицевой в изделии. Еще что хотела сказать, учитывая то, что в образце я немножечко обманулась с номером спиц, вместе с вами я провязываю из более толстой пряжи. Здесь, и, конечно, и состав другой,
но 250 метров в 100 граммах этот хлопок, и взяла я спицы номер 3. Обычно я эту пряжу вяжу номером 3,5, но решила попробовать, посмотреть, как он будет выглядеть, если вязание будет более плотным. Итак, я провязала установочный ряд, который у меня будет идти по лицевой стороне изделия полностью изнаночными петлями. Далее у меня изнаночная сторона работы, и я буду провязывать сетку. Кромочную я переснимаю и начинаю вязание. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. И таким образом я провязываю до конца ряда. Две вместе лицевой с наклоном влево, накид, и последнюю петлю я провязываю просто лицевой. Заканчиваю ряд кромочной петлей. Переворачиваю работу на лицевую сторону и все петли провязываю изнаночными. Первую кромочную я переснимаю, далее провязываю все петли, накиды в том числе, изнаночными. Если вы вяжете по кругу, вы их также провязываете изнаночными петлями. Я закончила вязать лицевую сторону моего узора. Переворачиваю работу на изнаночную сторону, и здесь я буду провязывать лицевые петли. Это установочный ряд самого узора, которым буду вязать образец вместе с вами. Все, подготовительная часть закончена, и я начинаю вязать сам рисунок, сам узор, который хочу сегодня вам показать. Кромочную я переснимаю. Далее у меня идет одна изнаночная, это петля симметрии. И начинаю вязать раппорт узора. 3 лицевые петли, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Из одной петли я буду вывязывать 3 лицевые. Первая лицевая, не сбрасываю петлю с левой спицы, делаю накид и провязываю из этой же петли еще одну лицевую. Вот таким образом. Далее идет 7 изнаночных петель. 3, 4, 5, 6 и 7. Я закончила вязать раппорт узора. Вы повторяете с 1 по 18 петлю то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. И поворотные ряды можете заканчивать так же, как я, петлями симметрии. В моем случае это ажурная дорожка. 3 лицевые петли, 1 изнаночная и кромочная. В данном случае по лицевой стороне кромочная у меня будет, изнаночная скрещенная. Все четные ряды этого узора выполняются по рисунку. Те ряды четные, в которых будут какие-то нюансы, я буду провязывать вместе с вами. Третий ряд. Кромочную переснимаю. Провязываю одну изнаночную петлю симметрии и начинаю вязать раппорт узора. У меня этот ряд начинается с петель с обвитием. Для этого я подхватываю правой спицей третью петлю. Первые 2 придерживаю указательным пальцем, чтобы они не слетели со спицы. И третью петлю перебрасываю через первые 2. Вот таким образом. И спускаю ее. Я выполнила обвитие 2 петель. Чтобы у меня количество осталось неизменное, я провязываю одну лицевую, далее делаю накид и провязываю вторую лицевую петлю. Итого у меня получилось 3 петли. Далее вяжу основной узор. 7 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполняю японский листик. Мы в предыдущем лицевом ряду из одной лицевой
провязали 3 лицевые петли, а в этом ряду мы их будем соединять и провязывать 3 петли вместе со второй центральной петлей. Для этого у меня петли открыты, то есть вторая дужка смотрит на меня. Первые 2 петли я переношу на правую спицу. Левой спицей за работой подхватываю первую петлю, аккуратно придерживаю все это, спускаю со спицы и правой спицей перед работой подхватываю вторую петлю. Таким образом я поменяла местами первую и вторая петля при этом у меня оказалась первой, и когда я их буду провязывать, она будет у меня сверху. После чего я провязываю все 3 петли одной лицевой. Вот таким образом выполняется этот элемент вязания. Далее 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 4 петлями симметрии. Они у меня точно такие же, как в начале ряда. Это очень удобно, чтобы не сбиваться со схемы. Если формируется рисунок и по изнаночной стороне, счет получается одинаковым. Выполняю обвитие точно так же, как в начале ряда. Подхватываю третью петлю, перебрасываю через первые 2 и их провязываю как лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная и ряд заканчиваю кромочной петлей. 4 ряд я начну провязывать вместе с вами, покажу, как провязывается. Это ажурная дорожка, вот эта, по изнаночной стороне. Итак, 4 ряд, кромочную я переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии. Далее вот эти 3 петли я все провязываю изнаночными. Изнаночная, накид также открытой изнаночной петлей, вот таким образом. И еще 1 изнаночная. Дальше я вяжу полностью по рисунку. У меня идет 7 лицевых петель, 1 изнаночная, это наше убавление 3 петель вместе, 7 лицевых. И таким образом провязываются все изнаночные ряды. Я еще раз вместе с вами провяжу ажурную дорожку. 1 изнаночная, накид открытой изнаночной петлей провязывается, чтобы здесь была дырочка. И 2 изнаночная петля. Ряд заканчиваю лицевой и кромочной. 5 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю 1 изнаночную петлю симметрии. Далее вяжу основной узор. 3 лицевые петли, 7 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7. Из 1 петли я вывязываю 3. Мы уже выполняли с вами этот элемент вязания. Я провязываю 1 петлю, делаю накид и из этой же петли провязываю 2 лицевую. Вот таким образом. Далее идет 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это 3 лицевые, 1 изнаночная и кромочная завершает вязание ряда. Вот эти петли, что первый раз, что второй, что далее по рисунку, которые мы вывязываем из 1 петли 3 лицевые, по изнаночной стороне провязываются изнаночными. Накид также провязывается здесь изнаночной петлей. Итак, далее вяжем 7 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю 1 изнаночную петлю симметрии, делаю обвитие. 3 петлю перебрасываю через первые 2 и провязываю лицевую, делаю накид, 2 лицевая петля. Далее 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 вместе лицевой с наклоном
вправо. При убавлении вправо петли должны расположены на спице быть классически, то есть первая дужка должна смотреть на меня, чтобы не получались скрещенные петли там, где им быть не нужно. И провязываю одной лицевой петлей. Вот таким образом. Из этой петли я также провязываю 3 лицевые. Одна лицевая, не сбрасываю, делаю накид и вторая лицевая петля. Далее идет убавление двух вместе, лицевой с наклоном влево. А вот при убавлении влево петли должны быть развернуты и вторая дужка смотреть на меня. И провязываются они вот таким вот образом. Далее 6 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, это ажурной дорожкой. Я третью петлю перебрасываю через первые 2 и их провязываю как лицевая, накид, лицевая. Далее 1 изнаночная и кромочной заканчиваю вязание рядом. По ходу вязания вы наверняка обратили внимание, что количество петель будет в каждом ряду меняться. Не пугайтесь этого, это все верно. Так и должен формироваться этот рисунок. Итак, 9 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 изнаночную петлю симметрии, далее 3 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Изнаночные с наклоном влево, когда провязываются, они должны расположены быть на спице классически, то есть на меня должна смотреть первая дужка петли. У меня они расположены правильно, поэтому я просто их провязываю 1 изнаночной петлей. Вот таким образом. Далее накид. Я делаю его на себя, чтобы мне удобнее было провязывать изнаночную сторону. После чего идет 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я меняю расположение только тех петель, которые мне необходимо. Далее 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. При убавлении вправо изнаночных петель они должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. Нить перед работой и ведущая здесь будет петля вторая, то есть я подхватываю правой спицей сначала вторую петлю, потом первую. Вот так это выглядит. И провязываю 1 изнаночной петлей. Вот таким образом. Далее 1 изнаночная, и на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Здесь они это 3 лицевые, 1 изнаночная и кромочная петля. Вот эти накиды, которые мы делали в предыдущем ряду и будем дальше продолжать делать на изнаночной глади, в четных рядах они провязываются лицевыми петлями. Если же вы вяжете по кругу, то соответственно изнаночной петлей. 11 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю 1 изнаночную петлю симметрии и начинаю вязать раппорт узора. Он начинается с обвития петель. Для этого третью петлю я перебрасываю через первые 2, провязываю 1 лицевую, делаю накид и еще 1 лицевая петля. Далее 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 2 изнаночные, 1 лицевая петля, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я также переношу первые 2 петли на правую спицу, за работой подхватываю первую петлю, а перед работой вторую. И таким образом я их поменяла местами, после чего провязываю все 3 петли
одной лицевой. Далее 1 лицевая, 2 изнаночные, накид и 3 изнаночные петли. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это обвитие 3 петель и провязываю лицевая, накид, лицевая. Далее изнаночная петля и ряд заканчиваю кромочной. 13 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 изнаночную петлю симметрии. Далее начинаю вязать раппорт узора. 3 лицевые петли, 4 изнаночные, 2, 3, 4, накид, 2 изнаночные, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, поменяла их местами и провязываю все вместе. Вы можете делать протяжкой, если вам так удобнее. И вяжу симметрично. 2 изнаночные петли, накид и 4 изнаночные. 2, 3, 4. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, ажурной дорожкой, точно такой же, как в начале ряда. 15-й последний лицевой ряд этого узора. Кромочную переснимаю, провязываю 1 петлю симметрии и начинаю вязать раппорт узора. 3 петлю перебрасываю через первую 2, это обвитие, провязываю лицевую, делаю накид и еще 1 лицевая петля. Далее 5 изнаночных, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, провязываю вот таким образом. Далее здесь у нас осталась 1 лицевая петля. И чтобы, когда будет переход от раппорта к раппорту в высоту, это все не растягивалось, не разлазилось, я эту 1 лицевую петлю провязываю лицевой скрещенной. Вы провязываете скрещивание как вам удобно. Я привыкла так, поэтому делаю скрещивание влево. И дальше вяжу симметрично. 2 вместе изнаночные провязываются 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. Я поменяла их расположение, чтобы это все было красиво. Не было вот здесь ненужных скрещенных петель, где они не нужны, и провязала 1 изнаночной. Далее накид и 5 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это обвитые петли. 3 я перебрасываю через первые 2 и их провязываю как лицевая, накид, лицевая. Далее 1 изнаночная петля и кромочной заканчиваю вязание ряда. И вот так этот узор выглядит в хлопке при более плотном вязании. Не знаю, как вам, но мне вот более плотное вязание понравилось больше. Оно интереснее выглядит, и сам листочек вот этот более выразительный, и изнаночная гладь ложится намного интереснее и красивее. Надеюсь, вам сам рисунок понравился, а вот какой вариант вязания вы выберете, можете со мной поделиться. Всем хорошего дня и до встречи на канале!